Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Как говорится, не было ни гроша. Мари, добрый вечер. Добрый вечер. Да вдруг алтын. Никогда мы про деньги не говорили. А тут я решил сподобиться, поговорить вот о чем. Насколько является ваша финансовая успешность критерием вообще того, что у вас успешная жизнь удалась? То есть наличие денег, наличие успешности коммерческой, материальной, скажем уже прямо, является ли критерием вообще успешной жизни? Почему такая тема интересна? Дело в том, что многие прямо детей с этого начинают воспитывать. Что вот многие даже рожать начинают с этого момента. Материнский капитал, да, кстати. Ну, например, что такое хорошее образование в понимании родителей? Это про деньги? Что такое вымой пол, получи рубль? Это про деньги. Что такое получи пятерку? Вот у меня так было. Мне родители сказали, если ты хотя бы 1/4 за 10 лет, Мари, за 10, кончишь без троек, мы тебе купим спортивный велосипед. И был у меня так слабости, дал я один раз за 10 лет, у меня была 1/4 без троек. Или 1 тройка, я потом торговался, мне купили, кстати. Недавно сын моей подруги подошел, очень хороший мальчик из интеллигентной семьи, 4 года, Михаил, и сказал, дай денег. Я немножко ошалела, честно говоря, и решила поступить по-буржуазному, сказать, что если ты что-то сделаешь, например, приведешь меня через дорогу, то вот твои заработанные деньги. Он меня вытащил из-за стола и сказал, пошли. Вот так вот, критерий успешности. Да, вот я хочу... Вот, Михаил, вы успешный? Я успешно. Я могу, конечно, сказать свое мнение, тогда можно передачу сразу закрывать. Потому что дальше будет не о чем говорить. И потом, мое мнение, это просто мое мнение, да. У нас даже с вами могут быть разные мнения на этот счет. Я хочу вот что сказать, что, друзья мои, у вас разные представления. А из тех, кто нас слушает, у одних есть деньги, у других нет денег. Еще хочу интересную вещь сказать. Соединить даже как-то с Алексом Дубасом и городом Нью-Йорком. Я читал очень интересную книгу, которую написали Ильф и Петров, «Путешествие по США» в 20-й году, по-моему. 35-й год. 36-й или 35-й, я не помню, называется «Одноэтажная Америка». И там была интересная история. Они сажали людей к себе в машину и вели с ними разговор по дороге. Вот так и ехали по всем штатам. И как-то они посадили к себе в машину бомжа. Наш российский бомж хочет, чтобы сдохли все вместе с ним. Он не хочет, чтобы ни у кого не было денег, типа я подыхаю и все сдохнете. А американский бомж сказал вот что. Ну да, я бомж. Но я бы сделал так, чтобы богатых, как и наш российский, все отнять. Это они тут солидарны. Российский, говорит, все отнять. И американский. Но дальше американский пошел далеко. Он сказал, но по $1 миллион все-таки каждому оставить. Почему? А он не теряет надежды, что он вырвется оттуда и станет богатым. Что есть социальные... Наш изначально уже надежды не имел с рождения, поэтому ему такое в голову не придет. И фраза, если ты такой умный, почему ты такой бедный, американская. Я думаю, что нас слушают разные люди с разным достатком, и я думаю, что у них разные представления о том, является их финансовая успешность критерием успешной жизни. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, вы богаты сказочно? К сожалению, нет. Но что вы думаете о том, является ли материальная успешность признаком успешной жизни вообще? Я хочу рассказать про свою историю. Я на самом деле человек творческой профессии. Я архитектор. Так. И в моей профессии я сталкиваюсь, по крайней мере, с тем, что либо ты занимаешься любимым делом и творишь, либо ты идешь за деньгами, соответственно, не очень много зарабатываешь, либо ты идешь за деньгами, но та работа, которую ты выполняешь, она носит такой больше технический и рутинный характер. Вы вот сами-то верите в то, что вы сейчас говорите? То есть я правильно вас понял, что или ты творческий художник, но без денег, или за деньги, но это неинтересная рутинная работа в основном технического характера, да? Да. А как быть, например, Мари, помогите мне, его звали Норман? Норман Фостер. Очевидно. Это нищета, это бомж от архитектуры, да? Или все-таки это был богатый человек? Вы имеете в виду, что его архитектурные проекты очень коммерческие и успешные, и в то же время новаторские? Нет, я думаю, что он просто архитектор хороший, хорошо зарабатывающий. А недавно почившая в Бозе арабская женщина
Помогите мне, Дмитрий, как Заха вас звали? Хадид. Заха Хадид. Мне до вас далеко, я что, и Марить не могу воспроизвести. Они что, были нищие или они не были художниками? Да, но таких людей очень мало. А почему вы думаете, что вы не можете быть одним из них? Вот, собственно, мы подбираемся к моему вопросу. Я считаю, что я считаю, что я могу быть одним из них, но я сейчас нахожусь на том этапе, когда мой заработок, он относительно низкий. Сколько вам лет, кстати? Давно ли вы работаете? Мне 27, но я недавно окончил в Германии университет. Я в вашем возрасте бычки на улицах собирал. Я буду любить своей подруге рассказывать. Так. Ну, то есть я работаю года 4-3. Так. Вот. Собственно, мой вопрос. Я то есть человек достаточно аскетичный и спокойно обхожусь без огромного количества денег. То есть для меня на первом месте стоит интерес от работы. И последний год я работал на работе, которая мне не нравилась. Я занимал руководящую должность и, в принципе, неплохо зарабатывал. Вот. Но спустя какое-то время я понял, что я этим заниматься не хочу, и я выбираю работу, которую я люблю, пусть даже за меньшие деньги. Вот. И я пошел, я сменил работу 2 месяца назад, и так совпало, что моя девушка меня бросила в этот период. И у меня такое ощущение, что, она бросила довольно неожиданно, и не объясняя мне вообще никаких причин. Но что-то мне подсказывает, что одна из этих причин была в том, что мой заработок стал ниже, и я потерял в статусе. То есть я сейчас не на руководящей должности, то есть у нас несколько партнеров. И, хорошо. А в чем ваш вопрос? Да. У вас не так много времени. Мой вопрос в том, есть ли во мне какая-то причина, почему... то есть эта ситуация с девушками, она повторяется не первый раз. Вот как вы грамотно... Мне попадаются постоянно как мне кажется, меркантильные девушки, которые меня оценивают в первую очередь по моей финансовой успешности. Слушайте, вы очень грамотно, и у вас получится хороший архитектор. Развели бедного ведущего на разговор про успешность материальную, а слились все в девушке. Бросила, почему со мной это происходит. Это не наша тема программы. Я, конечно, прошу прощения, но давайте вернемся к нашему разговору, друзья мои. Для тех, кого бросила девушка или еще что-то произошло в жизни. Я еще раз напоминаю, мы говорим с вами о том, как коррелируется между собой финансовая успешность и мысль о том, что жизнь удалась. Связано, не связано, полностью оправдывает, частично и так далее. Но тут-то был вопрос, может быть, девушка бросила все-таки из-за финансов, из-за того, что успешность мы что, будем гадать? пошатнулась? Я же не лечу по фотографии, откуда я знаю, почему она его бросила. Но я хочу 2 слова нашим слушателям сказать. На одной из лекций встал человек и сказал: я работаю инженером, получаю, для инженера действительно нормальные деньги, $5000 в месяц. А вообще я люблю писать картины. Но мы же с вами понимаем, что я столько денег картинами не заработаю. Мария, я ему сказал вот что. Столько денег картинами нормальный художник, конечно, не заработает. Он вообще за $5000 не будет напрягаться. Он будет напрягаться за картины стоимостью хотя бы от $100 000. И весь зал, кстати, заржал. Так вот, что я хочу сказать. Это у людей все в голове происходит. Почему кто-то считает, что лучше, как говорится, синица в руках, чем утка под кроватью, что $5000 инженерам, а художникам столько не платят. Да художникам платят столько, сколько они хотят. Вот наш Дмитрий говорит. Дмитрий, да, нашего слушателя звали. Я работаю на работе. А Норман что, на работе работал? Как ее, Хадид? Хадид. Да, она что, на работе работала? Да нет, у них свои были бюро архитектурные, где они принимали заказы и за $1 000 000 их реализовывали. Для этого не надо ни на кого работать, не надо повышаться или понижаться в статусе. Надо просто верить в себя, что ты это можешь, и у тебя все будет хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня мужская тема, судя по звонкам. Как вас зовут? Меня зовут Антон, и вопрос у меня может быть не совсем по теме. Лучше по теме, Антон, соберитесь, а то у нас уже не по теме был первый звонок. Да, в
таком случае, если нельзя, то до следующего раза. Ладно, будем ждать вас в следующий раз. Марина из Петербурга пишет: деньги есть, а счастье бывает далеко не всегда. Добрый вечер. Почему мужчине жалко дать деньги женщине? Спрашивает в отчаянии Лена из Екатеринбурга. Дело в том, что я вам расскажу, как я это понимаю. Жалко, в частности, потому что мужчины не хотят думать, что с ними женщина из-за денег, раз. Вторая причина, что когда такая ситуация, что играет такая игра в папу и дочку, да, то вы обратите внимание, что самые продвинутые родители, самые демократичные, всегда просто так деньги не дают. Они детям выставляют условия, что вот это за это, вот будешь хорошо учиться, получишь и так далее. Если женщина так ведет себя с мужчиной, он воспринимает ее как ребенка и сам решает, давать, не давать. Она бегает, как ребенок, с сапогами, говорит: смотри, эти рваные уже. Он говорит: ну сейчас в мастерскую отдадим, еще сезон нормально проходишь. И тут надо сказать: какой же ты у меня хозяйственный. Да. Они хорошие сапоги, надо брать. Да, конечно. Вот, это такой детский сад, на самом деле. Вот, поэтому, если вы начнете быть независимы и сами зарабатывать, Елена из Екатеринбурга, все будет хорошо. Не надо вам мужских денег. Женские получать гораздо приятнее. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, прорезался женский голос. Как вас зовут? Меня зовут Марина, мне 44 года, я из Санкт-Петербурга. Значит, по теме передачи, я считаю, что как в математике это необходимое, но недостаточное условие. То есть как бы вот совсем не состояться в материальном плане, ну, это полного счастья как бы не принесет. То есть вы считаете, давайте вот медленно, если я правильно вас понимаю, что если вы материально несостоятельны, вы не можете назвать свою жизнь успешной. Я правильно понял? Ну, есть люди, которые, наверное, успешны, у которых есть любимое дело, это не приносит там какого-то определенного дохода, они счастливы, но я для себя вывела такую формулу. Для меня как бы вот материальная независимость – это комфорт моей жизни, это определенная свобода, и без материальной вот этой вот составляющей моя жизнь не была бы как бы полноценной, грубо говоря. Но только одной материальной составляющей для счастья мало. Вот я как человек в материальном плане состоявшийся, то есть я сама себя обеспечиваю своих детей, столкнулась вот с какой проблемой. Мне очень тяжело подобрать или встретить, я не знаю, партнера, с которым мы были бы на равных. Вот так. Вы миллионерша? Они не дотягивают? Я не миллионерша, но у меня хороший материальный достаток. И мужчина, который встречается, Вы не отворачивайтесь от микрофона, а то же ничего не слышно. Я не отворачиваюсь, я по телефону говорю. Ну, в общем, это такие какие-то отношения, которые раньше я считала... То есть они меньше вас зарабатывают, да? Да, они зарабатывают меньше меня. Если раньше я считала, что это не важно в отношениях, главное, чтобы были чувства там, да, пусть у него будет любимое дело. Слушайте, а как это сказывается вот в реальной ситуации? Вы говорите, поехали на Гаити. Он говорит, куда да, поехали? Нет, я не говорю, поехали на Гаити. Я говорю, поехали в Париж на неделю. Так. Он говорит, извини, пожалуйста, я не могу себе этого позволить. А я могу себе это позволить. Ну, и как бы получается, либо я еду одна, либо я вывожу своего мужчину. Одной мне ехать грустно, потому что я вроде бы как в отношениях, а вывозить своего мужчину, он себя чувствует при этом неловко, ущербно, и это как бы тоже не совсем А чем правильно. вот такая реальная ситуация закончилась в ваших отношениях, в вашей жизни? Она пока не закончилась, но близится к своему завершению. Нет, про Париж я спрашиваю. Про Париж я поехала с подругой, с ребенком. Вот. И как бы вот этот момент, он такой для меня сейчас, ну, как бы не то чтобы ключевой, но я стала об этом думать и поняла, что, наверное, нужно искать партнера по материальному достатку примерно такого же уровня. Знаете, вы, наверное, правы, потому что это такая ситуация, сильно усложняющая отношения. Дело в том, что деньги являются как причина развода. Я сейчас точно не могу вам сказать, то ли третье, то ли четвертое место занимает. Это серьезные проблемы. У меня, кстати, тоже была такая ситуация. Но не как у вас с девушкой, а наоборот, у меня был товарищ. Это было лет 20 назад. Я на тот момент был весь в долгах. И денег у меня не было. А вот как раз заработал, видимо, первые где-то 100-150 миллионов долларов. Он говорит, поехали, Мари, на акул охотиться.
Недорого, говорит, что-то 15 тысяч корабль стоит долларов, да? Вы будете, Михаил, наживкой, а я буду ловить. Вот только в качестве наживки. Я, конечно, смеялся, сказал: старик, дай без меня. А говорит: да ладно, давай, типа не проблема, я тебе оплачу. Я говорю: я же не твоя девушка, зачем мне платить? И не поехал. И он, как наш слушатель, поехал с детьми и с подругой. Так, здравствуйте. У нас хорошо, давайте сначала телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я из города Тольятти. Так. Хотела сказать, такой вот вопрос и проблему. Я недавно наткнулась на ваши передачи, и мне стало интересно послушать. И в одной из них девушка вас спрашивала о своей личной жизни, там у нее какие-то невротические отношения были, а второй вопрос у нее был про работу, про увлечение. Вот. И вы так акцентировали ее внимание на втором пункте, что личная жизнь по сравнению с поиском работы вообще не стоит внимания. А вот то, что она до сих пор не нашла там свое призвание, не нашла работу по душе, то есть этим стоит ужаснуться. Вот. Моя проблема, в принципе, аналогична, да, и я вот ужаснулась, но что с этим делать? Смотрите, во-первых, почему это так важно? Дело же не в самой работе, дело в нереализованности. Вам сколько лет? Мне 31. 31. Вы еще девушка юная, конечно. Вы какую проблему испытываете? Вы не можете найти работу, вы не знаете, что вы хотите или что-то еще? Да, на самом деле я не знаю, что я хочу. Я много чего пробовала. То есть одним занимаюсь, другим занимаюсь. Меня хватает максимум на 2-3 месяца, потом нахожу 1000 причин, почему это не мое. А что-то такое, что вам реально нравится, у вас есть в жизни, или вы еще не поняли? То, что реально, чем я хочу работать, с кем я хочу работать, нет. Нет. Вот смотрите, почему такая разница? Мужчина и мужчина, да, есть он, нету. Сегодня один, как говорится, как троллейбус, знаете, один ушел, придет другой. Это никак на вашу жизнь ведь не влияет, по большому счету. Потому что у вас должна быть какая-то своя жизнь, правильно? Согласна, да. Как говорится, если мужчина вам заменяет весь мир, значит, своего мира у вас просто нету. Да. А его нету, потому что нет ничего своего, такого ценного в жизни, что является не то что альтернативой, я так не стал бы вопрос ставить, одно другому не мешает, но это, конечно, более серьезная вещь жизни. Вам надо вот эту проблему начать решать, потому что себя реализовать это гораздо полноценнее, интереснее, чем про мужчин всю жизнь думать. И наличие мужчины тоже никак не влияет. Хотя есть женщины, которые решают проблему таким тупым способом. Они рожают. Рожают долго, рожают много, одного за другим. А потом дети вырастают, потом начинаются внуки, а потом жизнь просто заканчивается. Они никогда, например, не работали, да? Они гордятся тем, что они домохозяйки. Они рассказывают о том, что домохозяйка проходит в день 156 километров от кухни к холодильнику, что это никем не замеченная и не оплаченная работа, а на самом деле это стоит дорого и так далее. Но по-хорошему мы же с вами понимаем, да? Но когда женщина хочет иметь ребенка, это прекрасно. Но когда женщина только этим живет, то это ни о чем. Потому что дети вырастают, и мать не нужна в таком объеме. А работы нету. Работа в хорошем смысле, в смысле самореализации. Понимаете, вот в этом, собственно, трагедия. Вот как раз в этом так самый вопрос. То есть у мужчины у меня нет проблем. У меня вопрос, как себя реализовать, как найти то дело. И, следуя вашему пункту второму, да, ничего не делай ради чего-то, там, ради выгоды. Не делай из того, что не хочешь делать. Как бы. Не хочешь, да. Вам надо понимать свои желания. Для того, чтобы найти свою работу, есть, во-первых, какие-то тесты на профориентацию, есть целые курсы и так далее. Это мало что даст. Вам нужно понимать свои желания. Для этого нужно вот что сделать. Стараться, когда вы принимаете какие-то решения в жизни, я не знаю, по поводу примитивных даже вещей, еды и одежды, заканчивая более серьезными, как жить, с кем и когда, выбросить из головы рациональные мотивации и оставить только вот эту эмоциональную одну, которая называется «я так люблю, мне так нравится, мне так хочется». И если вы начнете так делать, это первое. Второе, стараться никогда не передумывать и доводить свои первые желания до конца. И тогда вы через какое-то время будете чувствовать, что вы на самом деле хотите.
Это большая проблема. И еще, у нас есть еще минутка до перерыва, да? Почему вообще встречаются в жизни люди, которые вот 30 лет, да, как Оксане, ничего не хотят? Не то, что они ничего не хотят, они не знают, что они хотят. Я помню, в 90-х годах ко мне в консультации приходило очень много жен новых русских. Разговор был примерно такой. Я не знаю, что я хочу, но, наверное, это что-то вроде, слушайте дальше, дизайна, косметического салона, спа-салона, парикмахерской, фотографии. Дизайны делились еще на дизайны интерьеров и вот как это называется? Я как... Боюсь, это была флористика. Не, вот когда вот это вот снаружи все. Ну вот когда... Зиккурат? Это очень тяжелое слово, Мария, можно попроще для простых ведущих? Вот, например, у вас участок садовый, да? Ландшафт. О, точно, спасибо. Ландшафтный и так далее. Почему? Видимо, им казалось, что это такая девичья профессия. А реальная проблема была вот в чем. Они ничего не хотели. Деньги в доме были. Одна была смешная история, когда жена получала от мужа в месяц 30 тысяч евро. Ну, просто блажь такая была у мужа. По нынешним временам 10 биткоинов каких-то. 10 биткоинов. Ну, копейки, плюс-минус, копейки. И она говорит... еще мне понравилось, я их встретил как-то в кино. Да. И они поставили на стол собачку. На собачке был ошейник, на ошейнике было 7 бриллиантов больших у собачки. Короче говоря, она уже стала аж заболевать, безделие. А ей было лет 28. И тогда она пошла на работу. Это было смешно, потому что муж мог купить всю ее работу. Она ходила, на нее орали, она решила ивентами заняться. Были заказчики, им все не нравилось, и она с гордостью говорила, вот я пережила еще один рабочий день и так далее. Надо как бы себя заставлять, и надо что-то делать, и надо понимать свои желания, потому что это самая большая проблема, когда человек нереализованный. Здравствуйте, я считаю, что деньги как таковые критерием не являются, критерием успешности не являются, но у многих людей они повышают самооценку и дают чувство уверенности. Является ли повышение самооценки при повышении достатка признаком комплексов? Мария завернула вот так вот. Вы знаете, и да, и нет. Вообще, когда вы успешны, это повышает вашу самооценку, но когда вы ставите только на деньги, это уже начинается комплекс. Потому что вот мы перед эфиром общались по телефону с Димой Савицким. Дмитрий сказал, а ты знаешь, говорит, вот Ксения Собчак считает, что люди, которые заработали много денег, они по определению тупыми не бывают. Я не знаю, что даже по этому поводу сказать. Конечно, бывает, во-первых, тупыми. Но, видимо, деньги при этом зарабатывать могут. То есть есть люди, для которых деньги вообще, так сказать, на первом месте, и для них это признак успешности. Но у нас, я смотрю, телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, Москва. Да, Анастасия. Михаил, у меня следующий вопрос. В общем-то, с реализацией у меня все хорошо. У меня есть работа, на которой я работаю 16 лет. Я успешный руководитель отдела продаж, занимаюсь, в общем-то, тем, что мне нравится. Но много лет у меня есть, так скажем, нереализованная мечта. Я мечтаю открыть кафе. Я его вижу, я рисовала бизнес-план. У меня есть помещение не у меня лично, да, есть сейчас потенциально, где можно взять помещение, арендовать. Я знаю там в деталях, что я хочу, какой проект, причем идет дальше, что я хочу, чтобы это было семейное кафе. То есть, да, в деталях прорисованный в моих мыслях проект. Но у меня страх, что сейчас я имею некую, да, там, финансовую стабильность. То есть я все знаю, я абсолютно нахожусь в зоне комфорта. Мне страшно выйти из этой зоны комфорта, потому что я не знаю, первое, смогу ли я зарабатывать столько, сколько я сейчас зарабатываю, и второе, вообще получится или нет. Вот как мне вообще решить эту дилемму, потому что у меня уже прям каждый день я то говорю, что все, я ухожу. Давайте прямо сейчас попробуем решить вашу проблему. Вы знаете, что вы будете делать, если ваше кафе прогорит? Давайте, рассказывайте. И не просто прогорит, а вы еще деньги должны будете вложить. Правильно? Конечно, да. Причем я вложил, причем у меня вопрос, либо я могу сейчас взять и улучшить свое жилищное положение, купить... Нет, это мы не будем обсуждать.
Я хочу другое. либо я их Вот, вкладываю предположим, вы принимаете решение, вкладываете деньги в кафе. И так оказывается, что кафе сгорает. Ваши действия. Ну, первый вариант. Есть вероятность, что меня возьмут назад, там, где я работаю. Насколько Есть такая большая вариант, вероятность. вероятность там 50%, 96%? Какая? Ну, я думаю, что это процентов 70. 70. Второй вариант? Второй вариант, я просто начинаю что-то другое искать. Ну, и Да, работу, просто да? буду искать работу, да. То есть вы Возможно, примерно представляете, что будете делать, если у вас не пойдет кафе. Правильно вас понимаю? ну, в принципе, да. А чего тогда боитесь, расскажите мне. Ну, Как боюсь, это? что вот Следующий, пожалуйста. Да, ну. Потому что все, что сейчас, как бы, все стабильно. А вы, достаточно. окей, вы готовы к тому, что будет нестабильно или недостаточно? Или вообще ничего не будет? Вы можете с собой договориться о том, что вы не исключаете такой сценарий, и самое главное, вы знаете, что вы будете в этой ситуации делать. Ну, что я делать, я знаю, но вот мне кажется, что самая большая как раз проблема в том, что я боюсь вот сделать этот шаг, что ну, результат будет не тот, который есть сейчас. Один из вариантов, что результат будет не тот. Да, и что? Да. И что? Ну, вот как-то вот это останавливает. Вот смотрите, останавливает людей неопределенность и неизвестность. Когда человек не знает, какие последствия будут от его действий. Мы с вами проговорили, что в случае, если ваше кафе не пойдет, у вас есть 70% из 100, что вас возьмут на ту работу, которую вы сейчас работаете. И есть еще возможность найти другую работу, может быть, не в таком статусе, не в таких деньгах, но найти можно. Если вы готовы на оба этих вариантов, вы ничего не боитесь. Но в чем проблема, если вы не готовы открывать кафе? В том, что у вас кафе, на нем будет крупная вывеска висеть. Я боюсь потерять деньги. Люди в такие кафе не ходят. От таких кафе за версту веет безденежьем и страхами. Я расскажу, как это выглядит. Это кафе, где все очень дешево, где все куплено на последние деньги, где единственный критерий, когда вы выбирали мебель, посуду, персонал, еду, само место, где это кафе, это как можно меньше потратить денег, как можно меньше влезть в долги. Это видно. Вы не одна такая, которая хочет сделать кафе, но все боится, и поэтому, если уже вписалась, то пытается вписаться по минимуму. Если вы до сих пор не избавились от страха, не смогли сами с собой договориться, что я готова к тому. Во-первых, никакого выхода из зоны комфорта нет, есть наоборот, я бы сказал, приход в зону оргазма. Потому что люди, которые занимаются тем, что вам нравится, это удовольствие несравнимое с вашей стабильностью. Но для этого не надо бояться последствий. Если вы боитесь, лучше ни кафе не трогайте. Потому что от каждого куска мяса и хлеба будет веять нищетой, разорением и отсутствием денег. Это реально бросается в глаза. Дешевая посуда, пластмассовая скатерть, самые дешевые тарелки, самые, я не знаю, самые убогие кухни. И все это еще, как правило, находится в подвале. Потому что подвалы стоят гораздо дешевле, чем первые этажи. Вы, Михаил, с таким удовольствием рассказываете, что как будто только там и обедаете. Нет, я поделюсь секретом, Мария. Когда я был молод и перестал собирать бычки на улице и взялся за ум, у меня был ночной клуб для иностранцев под названием «Экспат». Он недолго прожил. Я примерно представляю, что такое, когда у тебя нет денег, когда это все плохо раскручивается, и ты дальше вкладываешь деньги и так далее. У меня просто есть опыт, я немного в этом разбираюсь. Немного. Так вот, тем не менее, я хочу сказать, а так смешно, я сейчас вспоминаю, это было в центре Москвы на Солянке, 450 метров, Мари. Аренда была $7000. Ну, Один биткоин, я вам скажу. Один биткоин. А сейчас такие помещения стоят $1050. Тогда мы считали, что нас просто душат, и мы без денег остаемся. Короче говоря, пока вы не решите с собой эту проблему тревожности по поводу перспектив, лучше не начинайте кафе, потому что вы можете просто объективно сделать плохое место из-за страхов. То есть страх будет читаться прямо в меню между строк. Надо сначала избавиться от страхов, потом делать кафе. В таком порядке. И я вам желаю успехов. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Меня Здрасте. зовут Алена. Очень приятно, Алена.
У меня такой вопрос. Мой супруг, он частенько меня запугивает тем, что он мне в будущем не будет давать денег и обеспечивать. На данный момент я работаю, мы оба с ним работаем. Вот. И планируем ребенка, то есть я все-таки хочу больше времени посвящать этому занятию в будущем. И боюсь этого времени, так как он, буду финансово зависима от него. Как мне себя правильно вести, чтобы, как не бояться этого? Чтобы не бояться, надо, как говорят у нас в Государственной Думе, сначала иметь золотой парашют. На случай беременности и родов. Он у вас есть? Я чуть-чуть откладываю, но все-таки хотелось бы, чтобы меня обеспечивал муж, потому что я считаю, что это правильно, и он со мной соглашается. Ваш муж же вас пугает тем, что вас не будет обеспечивать? Я не понял. Да, пугает. Если вы такая непугливая, и вы хотите с этим мужем иметь детей, несмотря на то, что он вас пугает, то вы должны, так сказать, отложить столько, чтобы хотя бы ближайшие 2 года после родов вы не думали про деньги. Независимо от того, будет ваш муж обеспечивать или не будет. Вообще, у меня абсолютно такой прямолинейный подход. Надо людей буквально понимать. Если человек тебе говорит, я тебя обеспечивать не буду, с одной стороны, в каждой шутке есть доля шутки, с другой стороны, значит, надо к этому готовиться. Он просто пытается этим еще манипулировать, чтобы чего-то там от меня Вы добиться, не его место, психолог, не надо думать, что он хочет этим сказать. Он говорит буквально следующее. Денег не будет, правильно? Или там мало буду давать, или вообще не буду давать. Что он говорит? Нет, он говорит как, там, делай так, как я говорю, там, не спорь со мной, ставь какие-то условия, иначе я приму решение, что в будущем я тебе вообще не буду... деньги давать не буду. Я бы буквально это понимал. Не надо пытаться влезть ему в мозг и решить, что это он говорит для того, чтобы мной манипулировать. Я бы к этому относился так, что мой муж говорит, что не исключена вероятность, какая разница из-за чего-нибудь, что я тебе деньги в дальнейшем давать не буду. Когда вы беременны и когда вы рожаете, это самое уязвимое время в вашей жизни. Вы это понимаете, да? Да. Поэтому или, чтобы вы спали спокойно беременность вынашивали, правильно, да? Спокойно получали удовольствие и счастье от ребенка, да, после родов. Вы должны иметь столько денег, чтобы вы об этом не думали. Это все. Вот, кстати, написано, это кто у нас написал? Это Катя. Есть такое знаменитое высказывание. Вот, кстати, Мария, хорошо сказано. Деньги нужны для того, чтобы о них не думать. Золотые слова. Да, я считаю, пишет Катя, что деньги – одна из составляющих успеха, но не определяющие. Деньги – это не всегда про счастье. Их можно задвинуть на задний план, когда, как минимум, выбраться из нужды. Хорошо сказано. Тут есть как бы 2 пути, да, или у вас потребности сокращаются, или у вас возможности увеличиваются. И как сказал герой Александр Демьяненко в известном фильме «Выпьем за то», помните, Мария Кагдайша, чтобы наши желания и наши возможности совпадали. Фильм был «Приключения Шурика». Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Мария. Меня зовут Виталий, город Екатеринбург. Виталий, 2 минуточки у вас. У нас даже я хотел поделиться своим наблюдением про корреляцию уровня достатка и уровня счастья. Давайте. У меня зависимость обратно пропорциональная. Либо я богат финансово, но одинок и несчастлив, либо наоборот. Как с этим бороться? Бороться надо с внутренним конфликтом, а не с этим. Это не связано. Если я вспомнил такая шутка: папа, мы духовно богаты? Нет, сынок, духовно мы бедны, а душевно больные. Нет, такая история обратно пропорциональна. Нет, когда люди вообще ставят себе целью зарабатывать бесконечно деньги, это уже вопрос комплексов, и там все ненормально. Потому что это, собственно, есть выражение комплексов. Обычно люди зарабатывают, как правильно сказала Катя, столько денег, чтобы не думать об этом. Этого достаточно. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. И все? Алло, здравствуйте. Вы сказать, что на этом деньги закончились? А просто здравствуйте, что еще? Я просто не поняла, дозвонилась ли или нет. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Я бы вот хотела спросить у вас, у меня вот такая дилемма, то, что я хочу, и то, что надо. У меня есть муж, есть карьера, но я не хочу жить так, как он хочет, то есть пока я детей не хочу, я хочу дальше развиваться. Но на этой карьере я не остановилась, я хочу вообще все поменять и начать все с нуля. А муж мне говорит то, что надо остаться на таком уровне, дальше дети и все стабильно. Я вот думаю и не знаю, к чему прийти. А в чем ваш вопрос? Ну, вообще, как надо действовать людям? То, что, Жить надо так, как хочется, но можете остаться при этом без мужа, например. Да, без мужа. Да, вот так это выйдет. Получается, вот смотрите, как интересно вот эти 6 правил работают, да? Вот, казалось бы, такая дилемма. Там, или я живу, как я хочу, или, значит, я имею шанс потерять. То есть, я живу, как хочет муж, но так я жить не хочу, зато при муже. А если я живу, как я хочу, я могу потерять мужа. Получается, что единственная причина, по которой вы делаете не так, как вы хотите, это страх. То есть, другой причины вообще не существует, правильно? Угу. Вот и вы решите этот вопрос. Дело даже не в контексте, вот о чем вы говорите, да, так поступить или не так поступить. Это, я думаю, многим слушателям это будет понятно. Дело в страхе. То есть реальные причины — страх. Ну и потом я не очень понимаю такие отношения, когда люди должны подчиняться другому человеку просто потому, что так хочется. Но я с чем согласен, да, что если у людей семья, конечно, люди хотят иметь детей, это абсолютно нормально. Это то, что ваш муж хочет, чтобы вы там имели детей в семье, это абсолютно нормально. Это желание. Может быть, договориться компромиссно как-то. Когда? Там, не сегодня, там, а когда вы займетесь любимым делом, потом когда-нибудь. Но если муж хочет иметь детей, а вы не хотите, это вообще ни о чем. И все эти отношения в никуда. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Леонид. Очень приятно, Леонид. Собственно, у меня какое мнение? Это Да, очень пожалуйста. такая субъективная история, и для кого-то успехом является, я не знаю, там, бутерброд, найденный в помойке, А для для кого-то вас? $1 миллион на банке, на счету в банке. Для меня, это совокупность факторов, безусловно, да. Это и финансовая составляющая, как гарант некой безопасности в современном мире, потому что это аналог, так сказать, мускулов из какого-то средневековья. Вот. И так что, и счастье тоже это не дает, на самом деле, потому что все деньги можно, в общем-то, потратить. Все, которые есть, можно потратить и остаться ни с чем. Спасибо, Леонид. Хороший ответ, потому что деньги, да, без них трудно, наверное, считать свою жизнь успешной. Это касается и безопасности, это касается возможностей жить в своем доме, лечиться у врачей в случае необходимости, путешествовать и так далее. С этим невозможно спорить. Но, тем не менее, это не является критерием счастливой жизни в принципе. И самые богатые люди, как правило, не очень счастливые. Здравствуйте, Михаил. С тех пор, как я стал успешной, почувствовал вкус жизни. Появилась возможность многое сделать для себя. Изменила полностью свою жизнь. Купила квартиру, а осталась с мужем. Я больше не невротик, я успешна и счастлива. Это нормально? Спрашивает нас Елена. Дальше. Читаем. Не могу придумать лучшего критерия успешности, чем уровень счастья. Как определиться с целеполаганием, мотивацией? Есть какие-то способы найти себя? Есть, но это не имеет никакого отношения ни к целеполаганию, ни к мотивации. Мотивация еще как-то, целеполагание. Вот. Быть богатым значит материально, быть богатым значит быть счастливым, заниматься любимым делом. Все же успешная жизнь и счастливая, похоже, разные вещи. Успех, наверное, связан с деньгами, не с... счастье вопрос. Деньгами, счастье, непонятно. К сожалению, без денег мы не защищены. Можно страшно заболеть, и нет возможности вылечиться. Мария, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Михаил, только нам уже заканчивать надо, если вы уже сказали Мари. Подожди, как еще минуту у нас? Минуточка, вы сами-то что думаете про успех, спрашивали слушатели? Я стараюсь об этом не думать, Мария. Нет, я думаю, что деньги... Голосуйте за Михаила на сайте Озон, где его книга Спасибо, крайне Мария. успешна. Заработаю денег и буду чувствовать себя успешно. Нет, я считаю, что деньги играют роль, конечно, в понимании успешности. А вы что думаете, Мария? Я думаю, что тоже. Ну, видите, мы почти все, да, практически все согласны, что деньги неотъемлемая часть успешной жизни, но для полноценной... Давайте скажем так, что какой-то гармоничной жизни. Да. Так, но... чтобы твоя первичная потребность в безопасности какой-то была удовлетворена. В здоровье, в питании. В общем-то, да. Вот. Но то, что касается вообще успешной жизни, конечно, деньги здесь проблемы не решают. Более того, есть случаи, когда деньги есть, а жизнь несчастная, вообще неуспешная. И многие, к сожалению, считают, что это успех, это деньги. Это не совсем так. Это только часть успеха. Друзья мои, прощаюсь до следующего вторника. Спасибо, пока.